Когда-то здесь была школа, но, кажется, знания все равно ведут нас в правильном направлении, потому что дальше по дороге нас ждет тропа, где есть подвесной мост и гостиная посреди леса. Сегодняшний маршрут проходит по природному парку долина реки Огры. Это охраняемая территория, созданная для того, чтобы сохранить не только саму реку, но и ее крутые берега, леса, луга и редкие виды растений и животных. Парк занимает больше 7000 гектаров и входит в сеть Натура 2000. Здесь встречаются десятки охраняемых видов, а еще одна из крупнейших колоний белых аистов в Латвии. И если по пути вы заметили много гнезд на столбах и крышах, не удивляйтесь. Мы как раз проезжали через Огры-Смуйжа, где аистов действительно очень много. Наш маршрут начинается у подвесного моста и дальше ведет вдоль реки Огры. Тропа хорошо оборудована. Здесь много указателей, информационных стендов и понятная навигация. Так что с этим маршрутом справится даже тот, кто не очень любит походы. Кстати, пока мы идем дальше, мне очень хочется узнать ваше мнение. Как вам комфортнее смотреть такие видео? Когда я больше рассказываю и делюсь фактами по маршруту, или когда оставляю больше тишины, чтобы вы могли услышать лес, реку и птиц? Напиши в комментариях. Здесь маршрут снова подходит к реке. И на указателе можно увидеть, что впереди нас ждет речные излучины. Огры вообще считается одной из самых интересных рек Латвии для водного туризма. Из-за изгибов, перекатов и порогов по ней часто сплавляются на байдарках и каноэ. Думаю, летом мы с вами еще обязательно выберемся на воду. Ну как вам эта небольшая пауза? Чувствуете, как звук воды постепенно замедляет мысли? Есть исследования, которые показывают, что такие природные звуки снижают уровень кортизола, замедляют сердцебиение и помогают мозгу переключиться в более спокойное состояние. Посмотрите, что встретилось нам на пути. Это мать-и-мачеха, растение, которое часто используется в сиропах от кашля. От этого указателя маршрут разделяется. Можно продолжить путь вдоль реки, а можно подняться выше на гряду и пройти по лесной дороге. Но меня сейчас больше интересует место, которое называется «Зона тихого отдыха». Звучит, как будто впереди нас ждет диван под открытым небом. Хотя всему свое время. И вот первая оборудованная зона отдыха. Есть стол, скамейки, место для пикника. Честно, сегодня это очень кстати. День выдался холодным и ветреным, поэтому я тоже решаю сделать паузу и согреться чаем. Вы уже наверняка заметили, сколько вокруг поваленных деревьев. Скорее всего, это последствия циклона Кирсти, который несколько лет назад сильно прошелся по Латвии. Но не будем о грустном, лучше давайте еще немного послушаем реку. Наслаждаться моментом – это прекрасно, но впереди еще большая часть маршрута. Так что предлагаю пример брать с муравья, который уже куда-то очень спешит, и двигаться дальше. И вот она, зона тихого отдыха. 2 деревянных дивана, солнце, ветер и ощущение, будто это гостиная под открытым небом. Если честно, я бы с удовольствием добавила сюда огромный торшер, плед и книжные полки. Получился бы идеальный читальный зал посреди природы. Дальше маршрут вводит нас наверх, на скальный выступ. И вот это уже совсем не типичный пейзаж для Балтии. Ты вроде бы идешь через поле, но с одной стороны тебя закрывают деревья, а с другой тянется длинная гряда. Словно сама природа выстроила здесь защиту от ветра и внешнего мира. Наверху становится особенно тихо. Солнечный ветер проходит сквозь деревья,
Между стволами иногда мелькает река, и маршрут начинает ощущаться иначе. Мне кажется, в таких прогулках это не всегда про цель. Иногда самое ценное происходит где-то между точками на карте. В моменте, когда ты просто идешь, слушаешь лес и никуда не спешишь. А вот и следующая зона отдыха. И одновременно место стоянки для байдарочников, которые проходят этот маршрут по воде. Отсюда тропа уходит вдоль самого берега, но сегодня там слишком сыро, и без резиновых сапог этот участок пройти сложно. Летом, скорее всего, таких проблем уже не будет. Одно препятствие обошли, но расслабляться рано. Теперь впереди ручей. Напоминаю, что все фотографии с этой прогулки вы можете найти на карте Baltic Photo Stories. Фух, перебрались через ручеек, теперь двигаемся дальше на платформу. Казалось бы, все препятствия уже закончились, но нет. Теперь нужно пройти по старым веткам. Так что вспоминаем уроки физкультуры, где нас учили ходить по бревну, и применяем этот навык на практике. Еще немного, и мы, наконец, окажемся на платформе. Хотя, если честно, она совсем не похожа на классическую смотровую площадку. Весной отсюда еще можно увидеть реку, но летом, когда распустятся листья, она почти полностью исчезнет за деревьями. Зато именно здесь, в кустах и лесной тиши, можно услышать зарянку. Ее еще называют малиновкой. Это маленькая птица с ярко-рыжей грудкой и очень красивой трелью. По одной европейской легенде, зарянка помогала поддержать огонь во время рождения Христа. И именно поэтому ее грудка стала такого теплого цвета. Давайте теперь немножко послушаем, как звучит ее голос. Ну что, лесная часть маршрута завершена. Дальше выходим на проселочную дорогу, которая приведет нас к парковке, где мы оставили машину. Спасибо, что прошли этот путь вместе со мной. До скорой встречи в следующей истории.